Ночью и утром был дождь, так что мы пережидали в палатке. И теперь выдвигаемся на трассу. Только мы подошли на этот перекресток, еще даже не пришли на место, остановилась женщина на машине, хотела подвезти. Ну, как-то странно, нам вообще не по дороге, она возвращалась в Сомбатхей. Короче, ну сам факт, что остановилась, прикольно. Так, это еще не Австрия, еще 3 километра нам, но подбирают моментально, это шикарно. Небо проясняется, тучки уходят, но мы пока стоим, уже минут 15-20. Место красивое, перед Австрией, едут машины быстро, ну ничего, подождем свою. Сидим в Макдональдсе, заряжаем наши девайсы. Когда мы сегодня с Антоном уходили со стоянки, я сказал, надо зарядное устройство положить поближе, потому что попробуем сегодня зарядиться. И что же? Женщина такая в возрасте, которая завезла нас в Австрию, говорит, я еду туда-то, могу вас завезти в город Абервард. Хорошо, хорошо. Макдональдс вас устроит? Ну, вы знаете, да, что в Макдональдсе есть розетки, и все там заряжаются. Ну, так что мы подзарядились. Теперь зашли в супермаркет, купили еды. Кушаем, как бомжи. Вот. А сейчас пойдем в магазин электроники. Я попробую купить кабель. Я потерял кабель, который нужен для записи звука. Вроде купил кабель за 10 евро, но еще не пробовал. Должен подойти вроде. Сейчас будем с Антоном проверять, хорошо ли горят в Австрии костры в лесу. Вот такое место. В лесочке красивом. А я пойду, тут ручеек рядышком совсем. Попробую воды набрать там. Ручеек. Ну, попробуем кипятить. Уже начинает темнеть. Вода из ручья принесена. Палатка после дождя сушится. И я проверяю новый кабель для звука. Ночь была самая холодная из всех. Я замерз. Ну, не смертельно, как бывало раньше когда-то. Ну, холодно было. К Антону пытался прижиматься. Вдвоем теплее. У нас вчера был отдыхательный день. Утром же был дождь, пока мы его переждали. Потом быстро 2 машины поймали, приехали в Австрию. 1,5 часа просидели в Макдональдсе, заряжались. Потом еду купили кабель для аудио. И пошли в это прекрасное место, очень красивое, спать. Лесок. Очень чистый, такой вообще красивый. Ну что же, утро начинается. Остановился украинец, поговорили по-украински, но он уж слишком близко едет, я отказался. Еще одна машина остановилась, женщина, но тоже сразу начинает говорить, что она совсем-совсем немножко в следующие повороты поворачивает. Нафига было останавливаться, непонятно.
Я знал, что из Аберварта до Гляйсдорфа мы проедем или по автобану, или через маленькие городки. И вот мы проехали по автобану, километров 80. Ну и теперь я понимаю, почему я не хотел ехать по автобанам, а по маленьким дорогам хотел. Хоть и вот это мучаешься, ждешь эти машины, которые везут тебя по 15 километров. Вот. Ну что мы увидели на автобане? Кое-где даже забор стоял. Конечно, холмы, лес, но реальной жизни вообще не видно. I stayed there and maybe 50, when you come from ship, 50 parts of people stand there. So you sleep and wait, then you're the next stop. Yes. But now hitchhiking is also popular, no? No, it's not popular. Not popular. No. Nobody do it. But Это был Хорст по прозвищу Чарли. Дедок 75-летний, седой, который, когда ему было 16-17 лет, или 18, не помню, тоже путешествовал автостопом в Англию, еще там куда-то, любит путешествовать. Вот примерно такие люди нас подвозят. Не, ну хотя разные подвозят. Ну вот, ушли с автобана. Сразу началась какая-то жизнь. Какие-то домики интересные. Что-то начинаем присматриваться, как тут вообще люди живут. Да тут везде лавочки. Места для парковки автомобилей брусчаткой выложены. Красиво люди живут, и причем уже давно. Мы идем по маленькому австрийскому городку. Не хочется никуда спешить. Все новое. Блин, автономные газонокосилки маленькие. Архитектура, природа. Тут холмы очень красивые. Ну, это похоже на то словацкое село, где мы торчали, и машин не было. Ну, зато остановочка шикарная с лавочкой. Если машин не будет, мы тут пообедаем и посмотрим. Тишина. В общем, село селом. Так, ну странные нравы у людей. Значит, третья машина проезжает, останавливается женщина. Я ей называю название городка в 10 километрах отсюда. Она говорит: извини, я живу здесь, я не могу вас везти в Кирхбах. Мы недолго стояли в том глухом месте. Я был даже согласен на автобус. Вообще я не гордый. Но подъехал дядечка, кстати, по национальности венгр, и довез нас 10 километров до очередной развязки, до очередного городишки. Продолжаем. Церкви такие тут классные, красивые, вообще, как игрушечные. Антон загоревший, вообще путешественник. Я обещал, что он будет будущим путешественником. Вот, он уже путешественник. Антон, скажи пару слов зрителям. Ну, все нормально, хорошо. Магазин велосипедов. А тут на улицах многие здороваются. Говорят hello. И мужчины, и женщины. Очень приятно. На обед у нас сегодня авокадо с бананами. Из одной глуши нас вывезли. Мы на таком сейчас модном перекрестке большом. Но боюсь, дальше опять глушь.
Я спокоен и доволен. У нас уже 2 дня, нету никаких проблем. А встречные люди узнают в нас путешественников и говорят «hello». Как же тяжело выговаривать эти слова. Дойчландсберг, Айбисвальд, Клагенфурт. Женщина с маленьким ребенком нас подвезла. Километров 10. Вообще сегодня очень удачный день. Солнечный, замечательный такой. Водители улыбчивые. Многие улыбаются. Приятно ступить. Все идет хорошо. По-прежнему. Ну все, на сегодня достаточно. Вроде было 7 машин. Мы в городе Айбисвальд, кажется. И сейчас немножко выйдем и найдем место в лесу, чтобы отдыхать. Ручеек. Антон. Полянка. Дорожка. Две последние ночи были очень холодные, где-то +2. Я оделся, что только мог, прижимался к Антону. А он теплый, он даже куртку не одел. 2 последних дня у нас были очень спокойные. Первый день мы сидели в Макдональдсе, заряжались, почти не ездили, отдыхали. Вчера на 7 машинах где-то 150 километров проехали. Стоп отличный, ногами почти не ходили, все замечательно. Сейчас будем ехать на Клагенфурт. Мне по-прежнему продолжают писать хосты из Испании. Один даже написал, приглашает к себе. Это он через 7-10 дней где-то, с тех пор, как я ему писал, ответил. Пару хостов написала, что не могут принять. В общем, все хорошо. Ой, капец, как холодно. Утром в Австрии. Интересно, что будет раньше? Мы уедем отсюда? Или вот то солнце дойдет до нас? Ну вот, нас уже такси бесплатно подвозит. Подобрал нас таксист, молодой парень. Ну и, разумеется, бесплатно. Завез дальше, чем ему было нужно, на вершину перевала. Тут ничего нету, но какой-то домик просто стоит. Но место, где машинам остановиться, есть. Машин совсем мало. Ну классно, мы проехались. Такие горки интересные. Как-то исчезла драма из нашего путешествия. Все спокойно и легко.
Но опять такая прикольная штука получилась. Мы отчаялись там сидеть на перевале. Решили, все, мы обедаем и идем вниз пешком. Это 3 часа с рюкзаками. И только мы вот 15-20 метров отошли, там как раз столики деревянные. Еще не успели выложить еду, останавливается машина. Я вскакиваю, подхожу. А можете нас забрать? Да, все, и они нас привезли в цивилизацию. А по дороге там такие виды сумасшедшие были на горы, и на долину внизу, и на реку, и на облака под нами. Вообще супер. Надо выйти. Надо выйти до остановки. Трасса пустая, так что нормально. А там озеро. Мы вышли 2,5 километра на остановку, но она оказалась в очень неудачном месте. Совершенно нету обзора. Машины из-за угла выскакивают. Так мы вернулись на 100 метров назад. Это не остановка, но тут какой-то карьер был. Вот. И нормально, уже одна машина останавливалась, но там на 3 километра мы не поехали. Я наконец-то согрелся. Появилось желание поймать автодом в Италию. Похоже, мы сегодня никуда не уедем, а нам надо в Клагенфурт. И мы пойдем вон туда, по дорожке 20 метров, и я думаю, мы там поставим палатку и сделаем костер. И будем там ночевать. А в палатке я включу интернетик и поищу на коучсерфинге в Клагенфурте хостов. Oh, it's beautiful there. Griffin is a small town, but I think you go. As the sun, go, you know what I mean. Oh, it's beautiful there. В общем, вот на предыдущем месте я дал нам время до 4 часов дня. В 4 все, мы идем ставить палатку. И говорю Антону, вон, это наша последняя машина. И машина останавливается. В ней женщина, которая 20 лет назад исколесила Европу автостопом. И она нас отлично вывезла до автобана. В город Гриффин. И втюхивала мне, давай просись к этим большим машинам, к тракам. Я ей говорю, они не берут больше одного человека. Да нет, давай типа, вот я тебя привезла на стоянку для больших траков, где люди моются, ну водители, где могут помыться, там здесь они кушают, типа просись к ним. Я спросил у продавщицы, где здесь туалет, чтобы воды набрать, она мне показала, я туда подошел, там вход платный, но я перелез через загорожу эту. Смотрю, там еще и души есть. Ну, я пока не рискнул. Но мы с водой. И сейчас куда-то выйдем в лесок, как обычно, ставить палатку.